Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в удивительный и порой абсурдный мир запретов, которые существуют в разных уголках нашей планеты. Вы когда-нибудь задумывались, что в некоторых странах могут быть правила, которые звучат так странно, что вызывают улыбку или недоумение? Например, в одном государстве может быть запрещено носить определенный цвет одежды, а в другом смотреть некоторые фильмы, а в третьем бегать по утрам. Каждый запрет имеет свои корни и объяснения, и зачастую они связаны с культурными традициями, историческими событиями или даже политическими реалиями. В этом видео мы расскажем о самых странных и курьезных запретах, которые могут удивить даже самых опытных путешественников. Вы узнаете, как некоторые законы могут повлиять на повседневную жизнь местных жителей и туристов, и, возможно, это заставит вас пересмотреть ваши представления о свободе и правилах. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь устраивайтесь поудобнее и поехали! Стиль милитари. Барбадос. Если вы хотите отправиться на Барбадос, помните о местном запрете на камуфляжные расцветки в одежде. Он вступил в силу более 40 лет назад и до сих пор тщательно соблюдается представителями закона. Камуфляж на Карибах – прерогатива военных, репутацией которых очень дорожат местные власти. Иначе что? Правильно, штраф или тюремное заключение. Строгий запрет на ношение камуфляжа ввело не только правительство Барбадоса, но и власти других государств Карибского региона – Ямайки, Гренады, Доминики и Сент-Люсии. Ограничения касаются как одежды, так и рюкзаков, кошельков и любых других вещей цвета хаки. Поэтому, отправляясь в эти государства, откажитесь от модной расцветки в стиле милитари, а в чемодан положите другие вещи своего гардероба. Не портить купюры. Турция. Отличительной особенностью турецкой валюты является то, что на лицевой стороне всех банкнот от 5 до 200 лир изображен один и тот же человек – Мустафа Кемаль Ататюрк. Он основал современную Турецкую республику и стал ее первым президентом и провел глобальные реформы. Неудивительно, что турецкий народ его так любит. Валюта наравне с гербом и флагом в Турции считается национальным символом, поэтому рвать или портить купюры, а также осквернять портреты Ататюрка запрещено на законодательном уровне. За это можно получить штраф и даже тюремный срок. Так что, если захотите драматично разорвать купюру на улицах Стамбула, помните, что рвете не просто бумажку, а турецкую гордость. Ну и с другой стороны, если испортите деньги, то чем штраф будете платить? Утренние пробежки. Бурунди. Ежедневные утренние пробежки могут быстро привести вас в прекрасную спортивную форму. Однако, если вы захотите пробежаться с утра в африканской стране Бурунди, то это доведет вас лишь до тюремного срока. В этом государстве бег трусцой считается актом войны. Дело в том, что во время противостояния между этническими группами в стране, которая утихла только в последние десятилетия, жители Бурунди отправлялись на пробежки большими группами. Таким образом, они не только давали выход накопившейся энергии, но и в случае чего могли вместе дать отпор опасным вооруженным группам. Однако в марте 2014 года президент страны Пьер Нкурунзиза запретил пробежки в группах по 2 и более человека, заявив, что таким образом некоторые люди камуфлируют свою подрывную деятельность. Множество представителей оппозиции попали за групповые пробежки в тюрьму, поэтому лучше не рискуйте. Шпильки в исторических местах. Греция. Если вы собираетесь отдыхать в Греции, будьте осторожными в отношении местных законов, которые могут привести к значительным штрафам. Например, посещая известные достопримечательности, такие как Акрополь, Парфенон или любое другое историческое место, запрещено носить высокие каблуки. Посещать старые культурные объекты разрешено только на плоском ходу. Этот запрет был введен в действие в 2009 году, так как существовала угроза, что каблуки могут повредить древние камни. Тем, кто не послушает запрета и будет пойман в неподходящей обуви, грозит штраф в размере до 900 евро. Так греки защищают свое наследие от женщин на каблуках. Впрочем, невелика потеря. Ведь рельефное покрытие в таких местах не предназначено для шпилек, поэтому, придерживаясь этого закона, вы не только сохраните деньги, но и избежите вывиха или перелома. Вождение машины в шлепках. Испания.
Тем, кто хочет водить автомобиль в Испании, необходимо не только знание правил дорожного движения, но и знание определенных местных реалий. Испанцы считают, что вести авто в шлепках – занятие опасное. Такая обувь может легко слететь с ноги и застрять под педалью газа или тормоза, заставив водителя потерять концентрацию или даже спровоцировать потерю контроля над автомобилем. Хотя в законодательстве нет прямого запрета на вождение в шлепанцах, рекомендуется выбирать более безопасную обувь. Если представители дорожной полиции увидят водителя в шлепанцах и решат, что такая обувь представляет угрозу, они могут выписать штраф на сумму от 80 до 200 евро. Кроме того, внимание испанских полицейских привлекают водители с голым торсом. В этом случае принимается в расчет тот факт, что водитель без рубашки в случае аварии может пострадать сильнее. Черные автомобили, Туркмения. Запрет на ввоз в Туркмению авто черного цвета был введен в 2015 году, а 3 года спустя появился запрет и на использование автомобилей черного цвета на дорогах страны. Официально о причинах такого решения не сообщалось, но есть предположения, которые могут объяснить ситуацию. В этой среднеазиатской стране существует примета, что черный цвет приносит беду, в то время как белый является символом счастья. Предполагается, что инициатором запрета был президент Гурбангулы Бердымухамедов, который также считает, что белые машины приносят удачу. Впоследствии владельцам старых автомобилей темного цвета пришлось их перекрашивать. Ведь при выявлении нарушения запрета полиции дали право конфискации у владельца неправильного средства передвижения. Более того, водителей обязали перекрашивать даже черные детали в экстерьере, как, например, черные радиаторные решетки или детали бамперов. Представьте, какую бурю оваций вызвал этот закон у владельцев автомастерских. Некоторые мужские прически. Иран. Иранское правительство наложило вето на некоторые западные прически. Звучит как шутка? Отнюдь. В 2015 году глава Иранской ассоциации парикмахеров Мустафа Гавахи заявил, что мужские стрижки, относящиеся к культу поклонения дьяволу, будут запрещены. Под этой формулировкой понимается мужская стрижка с зачесом волос наверх с использованием специального геля. Гавахи подчеркнул, что Иранская ассоциация парикмахеров лишит лицензии парикмахерские салоны и мастеров, последовавших за западным стилем причесок. Также контроль будет вестись за мастерами, работающими на частной основе. Власти даже создали каталог с иллюстрациями разрешенных стрижек. В список запретов попали также татуировки, солярий и удаление волос с лица. По мнению местных властей, все это противоречит исламским ценностям, а борода для мусульманского мужчины и вовсе имеет сакральное значение. Желтая одежда, Малайзия. Если вы собираетесь отправиться в Малайзию, то вам стоит внимательно пересмотреть свой гардероб и исключить из него любые вещи желтого цвета. В противном случае вам придется заплатить $1185 штрафа, а в некоторых случаях и отсидеть тюремный срок. Но почему же в этой стране так не любят желтую одежду? Основная причина этого запрета связана с движением за честные и справедливые выборы, известным как Берсих, что в переводе с малайского означает «чистый». Движение, основанное в 2006 году, быстро набрало популярность и организовало несколько массовых протестов, призывая к прозрачности и честности на выборах. Так, желтый цвет превратился в символ борьбы за демократию и против коррупции. Недолго думая, правительство Малайзии объявило желтую одежду угрозой нацбезопасности и ввело на нее запрет. Путешествие во времени. Китай. Эффект бабочки – штука серьезная, поэтому власти Китая решили не шутить с этим и пресечь возможность такого прецедента на территории страны. Они просто взяли и на законодательном уровне запретили своим гражданам путешествия во времени. Ну а если серьезно, то этот нелепый запрет касается только фильмов или шоу, в которых показывается путешествие во времени. Да, в Китае очень строгая цензура для медиа. Коммунистическому режиму Китая не нравится, как фривольно и легкомысленно обращаются в фильмах про путешествия во времени с историческими фактами. Серьезные события высмеиваются и критикуются. Это, по мнению китайских властей, воспитывает неуважительное отношение к истории народа. Также нельзя показывать суеверия, этническую дискриминацию, критиковать коммунизм, политику. Всего в запретном списке 31 пункт. Так что с 2011 года один из крупнейших рынков для голливудских производителей научной фантастики потерян. Празднование Дня Святого Валентина. Пакистан.
В 2016 году, накануне 14 февраля, президент Пакистана Мамнун Хусейн попросил жителей страны не отмечать День Святого Валентина, потому что он не является частью мусульманских традиций, и призвал поддерживать национальную и религиозную идентичность. Год спустя Высший суд Исламабада официально запретил празднование Дня Святого Валентина на территории Пакистана и также запретил любую рекламу, связанную с этим днем, во всех видах на любых платформах. Суд обязал Министерство информации страны и Пакистанское управление по надзору за электронными СМИ незамедлительно приступить к контролю за соблюдением постановления. Решение суда последовало за петицией, в которой утверждалось, что фестивали в честь Дня всех влюбленных приводят к распространению аморальных взглядов и непотребного поведения. По мнению юристов, праздник культурно чужд Пакистану и направлен против учения ислама. Теперь пакистанцам остается фокусироваться на любви, направленной к Богу. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какой запрет из нашего топ-10 показался вам самым странным, и какой из них вы считаете вполне приемлемым и логичным.